Если вы готовы, значит, берете 3 свечи вот так в подсвечниках. 3, 3 отдельно отложите, потому что 3 свечи должны догореть, а, значит, отдельные свечи, вот, здесь отложите, потому что это будем мы как бы очищать себя воском. Вот, поэтому я говорю, да, к сожалению, пока еще не все были готовы, поэтому я немножко так решила антракт устроить минут 15. Все, открываем банку, вот эту, с водой. Вот посыпьте сюда соль. Немножко вниз упала. Ничего страшного. Подуло. А вообще, наверное, вот так лучше. Угу. Почему используется во многих культурах и да-да-да, и у многих народов соль, дорогие друзья, в магии, и не только. Дело в том, что кристаллы соли, они имеют такую особенность втягивать в себя все плохое, то есть все нехорошее. Они очень чувствительны к любой черной энергии. Именно поэтому мясо солят, потому что всякое гниение, всякое там разложение, все, что должно там происходить, соль тут же втягивает в себя. И мясо, естественно, сохраняется. Точно так же и с овощами. Добрый, Ольга. Рада вас видеть. Давно не появлялись. Вот. И именно поэтому соль часто используется в чистках для того, чтобы втянуть, очистить вот это все, вот эту гнилую энергию, нехорошую энергию, которая на человека ложится, а у нас всю жизнь будет такая энергия. Дорогие друзья, когда мне говорят, ну вот чему мне завидовать, вот чему мне завидуют, вы поймите одну вещь, люди понятия не имеют, какой ценой вам что дается, понимаете? Они видят уже результат, и все, этого достаточно, чтобы вам завидовать. Они понятия не имеют, что вам это тяжело далось, ценой там личной жизни, личного счастья, ценой многого чего. Да, не заблокирован, он просто заморожен, Роман. Там рассматривают жалобу. Вчера кое-кого там изутюжила, знаете, собственно говоря, обиделся братан и начали на меня жаловаться. Я и не собиралась сохранять прямой эфир, но поэтому твари поняли, что не смогут в это время. Они решили сразу же нажаловаться. Господи, пусть жалуются. Через некоторое время она снимается, эта жалоба, я дальше живу. Так что, когда говорят, что вот почему ой, почему мне завидуют и прочее, но не удивляйтесь, что вам завидуют, потому что даже бомжи друг другу завидуют, если кто нашел больше бутылок, чем другой, да, они ему завидуют. Хотя, казалось бы, чего там завидовать, и у них жизнь не завидная. То есть хочу сказать, что зависть, она присуща любому человеку. Я знаю очень-очень богатых людей, знала, которые ужасно завидовали своим бедным родственникам за то, что у тех там, например, вот они поехали на дачу к нему и увидели, как он красиво эту дачу обставил, сделал красиво все. Миллиарды у этих людей, миллиарды. Я говорю, да ты можешь сама позвать такого же мастера, и он тебе эту дачу сделает такую же. В чем проблема? Нет, у нее зависть. Почему? Почему? Нет, еще не начинали. Почему должно вот у них быть, понимаете? Почему вот э, я вот такой богатый человек, я не додумался, да, потом можно проводить, уже сказано. Я не додумался, значит, а у них почему вот есть такое, понимаете? То есть не ищите повода, почему вам завидуют. Завидуют, потому что завидуют. Вот и все. Есть люди, у них внутри эта зависть сидит.
Дорогие друзья, у нас у всех есть понятие зависть. Если честно, у нас у каждого человека есть зависть. Вот я, например, смотрю, девушка прошла красивая, да, вот вся фигуристая, и я обзавидовалась, думаю, блин, я что же была такая 20 лет, какая красота, как мне, а почему я вот сейчас не такая, понимаете, я обзавидовал секунду, а потом раз ловишь себя на мысли, говоришь, ты чё, тебе 40 лет, а ей 20. И потом жри поменьше, и у тебя тоже будет такая фигура, ты ничем не хуже, у тебя свои прелести есть, понимаете? И вот ты тут же себя останавливаешь, то есть ты говоришь, сейчас не время это объяснять, сейчас другой говорю. И ты тут же, знаешь, останавливаешь себя при мысли, что ты не права. Все, это удел сильной личности. Сильная личность, дорогие друзья, может контролировать свои чувства. А слабая личность дает волю этим чувствам. Запомните, это маленькая такая сила, злая сила, которая поселяется, понимаете, поселяется в твоей душе. Это вот такая крошечная зависть, которая сущность. Она сущность. И она питается, значит, она питается вот теми отрицательными эмоциями, которые мы создаем вокруг, делая зло. И вот эта маленькая, вот эта демоническая сущность, дорогие друзья, она вселяется в ваш мозг. Если вы вовремя эту зависть не остановите, она будет питаться вот этой вот злобой со всех, увеличиваться настолько, что овладеет вашим разумом, а потом уже вы не сможете себя контролировать. Вам все время нужно будет кому-то сделать зло. И вы никогда в жизни не верьте, когда говорят, я тебе завидую белой завистью. Нет белой, черной, красной зависти. Зависть – это зависть. Она будет расти, да. Ни один завистник не будет завидовать только на словах. Это перейдет в действие. Вам обязательно будут мешать жить. Не может быть такого, чтобы человек просто завидовал на словах, вот так обзавидовался, да, и на этом остановился. Нет. Если у него есть доступ к интернету, он будет писать о тебе гадости, вранье распространять. Если у него есть доступ к каким-то службам, например, он будет капать на тебя, чтобы тебя как-то, знаете, спасибо, чтобы тебя проверяли. Если у него есть другие возможности, он будет по-другому это делать, понимаете? То есть, о чем я хочу вам сказать? Ему нужно, у него физическая болезнь, боль, просто буквально боль физическая от того, это я сказала, да, зависть – это рак души. Это физическая боль просто для него, когда он видит, что у него, у человека, которому завидует, все хорошо. Вот многие люди, вы никогда не замечали, вот у вас по соседству могли жить такие женщины, которые всем завидовали, всех ненавидели, всем дочерям там чужим клеймо там какое-то ставили, понимаете? Мол, вот такая-то гулящая, это мы вот взяли ее замуж, она этого недостойна. У них у самих жизни нету. Муж пьющий, дети непослушные, там сын с ними не живет, не хочет их видеть. Дочь такая же гулящая и так далее. Но, невзирая ни на что, она все равно вот это вот все, всем посылы отправляет, все такие, все сяки. Это уже погибшие души. Понимаете, дорогие друзья? Так что зависть контролируйте. У каждого человека зависть есть. У каждого нормального человека есть зависть внутренняя. Потому что вот видишь там что-то такое, блин, я тоже хочу, а почему у меня нету? Вот и я хочу. А потом раз, и вот себя вот тут же останавливаешь и говоришь, так, а я что-нибудь сделала для того, чтобы у меня было? Я сама виновата, все, нечего людей винить. Тут же убивайте в себе эту зависть, не давайте ему расшириться, она вас уничтожит. Теперь пойдемте дальше, дорогие друзья. Вот зависть. От зависти чистка. Грузинский язык, он древний, он очень сильный.
И вообще грузинские ведьмы одни из прославленных. На Кавказе были прославлены всегда, в основном, скажем так, мусульманки, которые персиянки, тюркчанки, азербайджанки, они знали вот очень многие тайны, секреты, но в основном они видели, предвидели будущее или там занимались черными делами. У них вот это очень сильно есть, просто им дано. Но за чистками, за восстановлением, за исцелением шли к армянкам и к грузинкам. У них было вот это, понимаете, у каждого свое как бы, не люблю это слово, своя подключка, да, к той силе. Да, да, это рабство. Это тебя сразу в рабство берет вот это вот состояние. Это подключка к той силе, который, ну, у которой ты берешь определенную как бы силу. Теперь, иди сюда, Пуся, иди. Иди сюда. Там ходят, и вот Пуся волнуется. Иди сюда. Сейчас по методу грузинской магии ничего страшного, даже если вы ошибетесь, это не трагично. Это не те слова, которые в неправильном варианте дают какой-то нехороший результат. Это нормально. Посыпали сюда соль, зажгли 3 свечи. Значит, берете одну свечу в руки и начинаем с вами делать работу. Итак. Да. Поскольку это все на древних таких методах, поэтому они сильно действуют и работают. Так, взяли свечи, все готовы. Буду читать медленно, чтобы вы все успели повторить. Говорите так, как умеете, как можете. Не переживайте, если вы там с ошибками или какое-то звучание не то. Это не страшно. Мы делаем все вместе, разом, поэтому это будет работать в любом случае, даже если вы просто будете слушать. Начали. Капайте свечу вот так. Он должен быть достаточно широкий, чтобы, ну, вы могли видеть, и не капает. Значит, зависти ко мне очень много. Название чистки от зависти. От зависти или от черной зависти, так называется. Если у вас свеча не горит, если она потухает, это значит, эта зависть у вас очень сильная. Если она будет стрелять, значит, просто смертоносная зависть. Если она будет коптиться и чернеть, это значит, вам собирались сделать зло. Понимаете меня? Зажгите еще раз от этих свечей и читайте, спокойно продолжайте, не переживая. Это нормально. Когда у людей очень сильная зависть концентрирована, у них тухнет, да, или чернеет. Тухнет, ничего страшного. Зажигайте еще раз. Начали. Так. Да, вот у меня стреляет. Нормально. Шуриани твалеби. Повторяем за мной. Внимательно. Шуриани твалеби. Бороти гули. Шави ситвеби. Цуди сурвилеби. Сашинели ланцхва. Саидан мохведит. Анту винме моитана. Анту бороти. Шавикаци. Анкали. Гагзавна. Саидан мохведит. Икцадит. Шави гзит. Шави квиз квеш. Мидит.
მომშორდით, დაცვით შავ ცეცხლში, დაიხჩეთ წყალში, დაბრუნდით შურიანთან. Амен, амен, амен. Во. Вторую свечу. Точно так же. Спокойно за мной повторяйте. У вас будет холодеть голова. Такое вот ощущение, как будто мозг затышал, глаза откроются, вот, пальцы будут дрожать. Это все нормально. Оно же от вас отрывает вот это все, как бы вам сказать, эту энергию зависти, которая накопилась на вас, да, слоями, как сало прилипло. И начинает отрываться, сжигаться и туда. А что в конце делать, я вам скажу, пока вы со мной просто делаете то, что я вам говорю. Шурიანი твалеби, бороти гули, шави ситвеби, цуди сурвилеби, საშინელი ლანძღვა, საიდან მოხვედით, ან თუ ვინმე მოიტანა, ან თუ ბოროტი, შავი კაცი, ან ქალი გაგზავნა. საიდან მოხვედით, იქ წადით, შავი გზით. შავი ქვის ქვეშ მიდით, მომშორდით, დაცვით შავ ცეცხლში, დაიხჩეთ წყალში. დაბრუნდით შურიანთან. Амен, амен, амен. Читаю немножко такими звучаниями, чтобы вам было удобно повторять, потому что в грузинском языке звучания очень такие необычные, неповторимые. Не в каждом языке они есть. Есть только во французском есть там, например, «хэ». Теперь второе. Ну, я вас предупредила изначально, что она будет и потухать, и она будет и так, и сяк. Ничего страшного, Фатима, вы еще успеете взять воды, насыпать соль и начать с нами делать. Я изначально вам сказала, как должно быть, поэтому я думаю, что вы должны понять уже без лишних слов, что и как должно быть. Дальше. Глаза есть, Маруля? Смотрим свечу куда. Глаза открой и посмотри. Начали. Зато потом легче станет. И на работе люди, которые вас доставали, у них начнутся проблемы. Можно самой делать. Я уже говорила 500 раз. Потом можно это все делать самой. Дальше. Еще раз повторяем за мной. Шурიანი твалеби, бороти гули, шави ситвеби, цуди сурвелеби, сашинели ланძღვა, საიდან მოხვედით, ან თუ ვინმე მოიტანა, ან თუ ბოროტი, შავი კაცი, ან ქალი გაგზავნა, საიდან მოხვედით, იქ წადით. შავი გზით, შავი ქვის ქვეშ მიდით,
мом шордит, да цвит, шав цецхлзе, да ихчет, цгалши, да брундит, шурианта. Амен, амен, амен. Докапайте последнюю свечу. Вот так пускай капает. Лично у меня очень много черноты, понятное дело. И неудивительно. Перевод в двух словах. Завистливые глаза, злое сердце, черные слова, страшные проклятия и так далее. Дальше не надо перевода. Вот, сейчас, секунду. Кинули сюда. Вытаскиваете 3 свечи. Вот эти 3 свечи, пока вы читали. Вот так попробуйте их вот так вот сделать, чтобы огонь сохранить между собой. Вот так вот. Завернуть вот так вот. Скрутить. Скрутили? Попробуйте скрутить. Не получится, ничего страшного. Значит, вместе просто соединяйте. Поворачивайте вот так. Капайте эти свечи. Сердце будет биться очень сильно. Естественно, напечатаем. Все, хватит уже. Очень сильно бьется сердце, и по всему телу мурашки. Камарджубат. Только пишите на русском, потому что русский форум, чтобы все поняли. Колотит сердце, плохо становится, трясет, холод. Кто-то может испотеть и говорит. Свечи, если сгорели, значит, киньте туда внутрь просто и все. Садац мохведи ик цады. Дальше. Садац мохведи ик цады. И еще раз. Саиданац мохведи, неправильно, извиняюсь. Саиданац мохведи. Не страшно, конечно, но внизу правильно напишем. Саиданац мохведи ик цады. Докапайте. Все. Вот видите эту красоту? Посмотрите, как паук своими щупальцами во все стороны. Сейчас с этой стороны покажу. Вот нечто такое омерзительное получилось, противное, жуткое. Вот это вот так закрыли. Вот. Оставьте где-нибудь у порога подальше, где-нибудь подальше. Можно даже на балкон вынести и на следующий день отнесите. Можете в черную ткань завернуть, чтобы никто не видел. Можете в лесополосу, можете отнести в какой-нибудь парк. Ну, учтите, вы там не должны быть долгое время. То есть там, по крайней мере, 2-3 месяца вы там не должны проходить. Поэтому отнесите в такое место, чтобы вам как бы... Чего? Да ничего страшного, вас потрогали, это не страшно, успокойтесь. Отнесите в такое место, она от вас ушла уже, хотите трогайте, хотите нет. Где вы 2-3 месяца не должны ходить. Значит, закрывайте в черную материю, если хотите. Если не хотите, может так отнести, если вы не переживаете.
Спасибо большое. Спасибо. И, кстати, ваши подарки у меня лежат. Вон там они еще. Я отложила. И розы белые, подаренные вами, очень долго стояли. Вот как ни странно, белые розы долго стоят. Просто удивительно. Дольше, чем красные. Значит, дорогие друзья, ну, конечно, мероприятий много, значит, привлекли внимание. Относите 6 монет, положите, просто молча уходите. Вот киньте рядом 6 монет, отвернитесь и уходите. Молча, ничего говорить не надо. Все это отложим в сторону, эту гадость. Вам легче станет очень. Я вам рекомендую это сделать. Это очень сильная чистка.